Это наш дом. Саша, помахай. Вот. Он очень старый, 1937 года. У него даже нету фундамента. Потому что раньше дома ставили... Дом стоял на кирпичах, не было фундамента, были вообще почти дырявые стены. Это мы уже сами все здесь уже вложили его, залили, сделали такую отмостку. Короче, здесь вот видно кирпича, поставили. Это моя мечта была всегда, второй этаж. И он очень низенький получился, но мечты должны сбываться, и я вам покажу дальше, что у нас получилось там. Поехали. Вот, видите, какой у нас красивый вид из окна. Она уже почти вся расцвела. Газ у нас, между прочим, привозной. Смотрите, какой креативный ход вместо замка. Ложку так вот разогнули. Баллон, надо ключик есть. Сами ключик. Меняешь баллон, ключик, вставляю ложку обратно. Вставляем и загибаем. Пока замок где-то потерялся, надо покупаться. Это наша крытая веранда. О, туалет еще не вынесли, кстати. Делали ремонт, но будем еще доделывать. Мы еще там не все покрасили. Вот такой стол красивый, смотрите, сделали с брусьев. Это целое, получается, бревно здоровое, распилили пополам его. Обработали, соответственно, пошлифовали, лаком покрыли. Ну, ему уже пару лет, может больше лет, да, сколько? Ну, где-то, наверное, так. Больше. И сделали такие, мощные, его хватит здесь вечно. Он тяжелый, как поднять его. Это Элис. Заходим в дом. А веник не показал, какой у нас висит. Нормально. Поехали. Входим в дом. Окно, это старое еще окно, мы его не поменяли. В том году мы сделали ремонт на веранде. Обложили такими кирпичиками, но это пластиковые кирпичики. Ну, счетчик. У нас, между прочим, папа электрик. Посмотрите, у нас каждая комната, все выключается отдельно. Вся техника отключается отдельно. Если нас не будет дома, что-то случится, оно все выключится. Полностью безопасно. Это у нас тут туалет. Кошкину воду вылила. Тут туалет, потом покажу его позже. Так, пошли мы дальше. Вот с веранды мы идем в кухню. Кухня, которую мы сделали. Тут было вообще, раньше здесь были, как в старых домах, сени. Я не знаю, для чего они там раньше эксплуатировались. Сени типа для этого. Держали закатки холодного сала, там такой вот. Смотрите, здесь в земле мы нашли монетки, когда вскрывали полы. Да, это вот какого-то 1000. Сейчас, чтобы вы видели. Ну, не показывай, так близко не вижу. Короче, 5
5 рублей 1820 года. Здесь еще тоже 2 монетки. Тоже это рубль, по-моему, или 2. Тоже там 1700 какого-то. Старая. И вот какая-то еще одна. А, вот 20 типа злотых. Тоже, наверное, это польские, не знаю, вам, смотрите, да. Куда ты? Я тут двигаюсь. Так, пошли дальше. Моя стена с тарелочками. Да, она любит тарелочки. Сейчас При съезжу, везде привожу их. Везде. Саша мне привозит тарелочки, А и вот все, кто у нас, кто у нас где бывает, они все привозят мне тарелочки, я собираю. И получается, что мы из синей, и тут была старая кухня, мы сделали уже как бы уже современную кухню-студию. Вот тут, где висит телевизор, вообще стояла печка. Мы тут поразваливали и стенки, стояла печка, и даже были бревна обгоревшие. Видимо, может, что-то тут когда-то в какие-то времена горело. Подгорало. Так. И сделали снизу вон имитацию камина. Да, из коробок, кстати. Да. Из коробок камин получился. Над камином висит телевизор. Так, поехали дальше. Это вообще, это лестница, это была моя мечта на 2-й этаж. Потом мы туда поднимемся, пока идем в зал. В зал мы добили в том году. В конце нашего видео я вам покажу все старинные находки, которые мы нашли в этом доме. Ну, те, кто останутся с нами до конца, увидят всю старину этого дома. Вот, кстати, стены. Я их вообще делала шпателем, которым плитку ложить. Разводы такие. И потом красила их. О, стена моя. Тоже шкаф этот, сами собирали, старинный. Да, Саша нашел старинный шкаф, Да. привез его домой. Мы не знали сначала, куда его поставить, ему применение. Его. Но я думаю, что или мы его оставим в таком виде, или, может, мы его перекрасим в белый цвет. Не жалко, наверное, не будем, оставим такой коричневый, посмотрим. Сейчас покажу вам еще Разумно. находки, которые были в этом доме. Находки, которые были в этом доме. Балалайка. Сейчас открою. Где там у нас? Так, потом настрою. А вот это что же? Смотри, зайка. Телефон. Ну, такое еще, конечно. Телефон такой советский. Сейчас покажу вам. Он стоял в этом доме, видимо, ну, звонили еще им. Так, смотрите, какая штука интересная. Это радиола оттуда советских времен. Радиола. Она вот, смотрите, так, телефон пока сюда положим. Опаньки. Так, вот сейчас балайка. Ну, видите, какая тоже. Только здесь Струна порвалась. Была поломана, кстати. Ну, она тоже, как говорится. И вот, диски были вот такие. Happy New Year, ну, ты видел, уже такие. Более там 90-х годов, наверное, уже покупали потом. Вот такая вот радиола. Это Она, кстати, рабочая, только звук надо сделать. Да. И, смотрите. Ну, даже диск какой-то стоит. Ну, это самый диск. Это самая Пластинка. пластинка, да. Такая тоже она здесь грязная, страшная была, мы ее вымыли. Это вот так вот. Ну, прикольно. Такие находки. Так, пошлите дальше. Кстати, я вам не показала одну вещь. Посмотрите, это мы в этих сенях, когда это все откапывали, снимали пол. Посмотрите, наши находочки.
Саш, покажи. Это штык-нож, наверное, Нет, какой-то. это от ружья трехгубельца. Помните, раньше такие ружья цеплялись и закалывали. Ну, во время войны. Она такая была, вот Да, в таком виде мы ее нашли, она такая такие была оставили, проржавевшая. даже не будем расставить, вот такие оставили. Вилка такая интересная, посмотрите, какая. Вилка, да, она вот даже здесь, да, так видно, да? Ну, типа как царская, вроде фиг его знает. Нет, тут уже какая-то надпись есть. СССР, глав, СНАП. Ну, это еще при, наверное, поляках, наверное, здесь. Вот такие вилочки. Так. Теперь пойдем с вами наверх. А часы? Там детская. Но тут по дверям, двери мы еще не меняли, кстати. По дверям, кстати, сразу видно, что это детская. Закончили мы уже ремонт своей маленькой комнаты. Это диван, полки. Из подоконника сделали малой стол. Ну все, комната готова. Так, пошлите наверх. Вообще нам не давали разрешения делать такой второй этаж. Выключи, а то очень отсвечивает. Не давали разрешения на второй этаж, потому что очень низкая крыша. Вот, она совсем маленькая получилась. Но мы сюда провели батареи, чтобы было тепло, хотя тоже нам не давали разрешения батареи. Саша сделал, кстати, Саша, покажи. Да, из поддонов сделал кровать, потому что тут ничего не поставишь такого. Вот. Это самое, поддоны взял. 4 поддона, колесики снизу. Советские еще на рынке купил. Такие мощные. Ну, между ними пластины соединил, обжег. Пропитал морилкой, и получилась такая прикольная кровать. А это матрас купили наверх. И вообще кровать офигенная. А там спинка. Ну вот, смотрите, даже Саша стоит, и все, это уже верх. Ну да, видите, упирается. Тут чисто только поспать, отдохнуть. Нам тут очень нравится. Здесь у нас стол маленький есть там. Вот мы приспособили себе. Там поужинать, все чай. Так, теперь пойдем дальше. Идем дальше. У нас тут есть проход на балкон. О, это сказка. Открывай, Саш. О, кстати, Тося. Первая. Тося у нас выскакивает самая первая всегда. Дальше пошел, след пошел. О, смотрите, какой он у нас классный. Прям он очень большой такой у нас получился, потому что внизу сарай, и мы думали делать обычную крышу или уже сделать такую, чтобы можно было отдыхать. Сделали балкон. Это, кстати, наш гамак, но сегодня дождь, снег, ураган, и мы пока его не вешаем. Да, здесь по краям будут. Кстати, стульчик. Сейчас Саша вам покажет стулья, которые тоже остались. О, кстати, наша соседка идет. Привет! Сейчас Саша покажет стул, который тоже, они очень раритетные. Мы их выносим на балкон, когда сухая погода. Садимся, Да, вот кофе пьем. Здесь даже что-то написано было, это раньше. Ну, вот и наш дом. Так, сейчас я вам покажу, что мы нашли в этом доме. Смотрите, эту ложку вообще мы нашли, когда
делали отверстие на второй этаж, и она просто оттуда вывалилась. Не знаю, от старых это хозяев осталось или как. Вот, смотрите, какой коник. Железный. Какие-то вот пуговицы мы нашли. Вот. Это не знаю, что это такое, если честно. Так, копейки. Кольцо даже чье-то. Может, владельцев. Монеты откопанные. И вот посмотрите, какие старые фотографии. Прям вообще. О, сколько фотографий много. Ну, мы не выкидываем это все. Это, конечно, память, история. История этого дома. Возможно, на каких-то из этих фотографий есть и наш дом тоже. Старые. Интересные. На одной фотографии мы даже нашли надпись. Сейчас я посмотрю. Вот, по-моему, на этой даже было. Кто-то кому-то подарил эту фотографию в 1969 году. А когда именно она была сделана, ну, неизвестно. Даже в какой-то палатке. И тут много. Вот, даже свадьба. Даже свадьба тут есть. Вот, тоже фотографии, даже какие-то документы, свидетельства. Какое-то тоже свидетельство. Членская книжка какая-то. И вот тоже такое старое свидетельство о рождении. Ну, вот и наши находки. И часть истории этого дома. Всем пока-пока. Спасибо за внимание. Увидимся на обзоре нашего участка.